Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. И сегодня мы с вами будем готовить рыбу. Если мне предоставляется шанс приготовить что-нибудь вкусненькое, я обязательно это сделаю. Мой муж съездил на рыбалку и привез замечательного сазана. Именно его мы сегодня и будем готовить. Конечно, такую рыбу можно просто посолить, поперчить и запечь в духовке. Будет тоже очень вкусно. Но когда эта рыба очень красивая, большая, то хочется приготовить ее как-то по-особенному. Итак, для этого рецепта нам понадобятся следующие продукты. Сазан весом 1,5-2 кг, 1 болгарский перец, 2 помидора, 1 луковица, 1 лимон и зелень для украшения, 2 чайные ложки соли, чайная ложка черного перца и чайная ложка душистого перца, а также 2 столовые ложки сметаны. И для начала рыбу нужно очистить от чешуи и внутренностей. И не забываем, что обязательно нужно удалить жабры. Кстати, внутренности нужно убирать очень осторожно, чтобы не повредить желчный пузырь. Иначе рыба будет полностью испорчена горечью желчи. Ну а голову, хвост и плавники я не убираю, хотя можно это сделать. Но так, мне кажется, рыба выглядит более цельной и красивой. Теперь нашу рыбу нужно обязательно просушить бумажными салфетками или бумажными полотенцами. И внутри, и снаружи. Она обязательно должна быть сухой. Иногда бывает, что рыба имеет не очень приятный запах. Избавиться от него нам поможет лимон. Я возьму 1/3 лимона и этим соком оботру рыбу и снаружи, и внутри. Сазана оставляем мариноваться в лимонном соке примерно на полчаса. Ну а пока мы займемся овощами. Ими мы будем начинять рыбу, поэтому лук, болгарский перец и помидоры нарежем небольшими кубиками. Из перца удаляем семена и вот эти белые части. Так как помидоры довольно мягкий продукт, нарежем их чуть-чуть покрупнее, чтобы они совсем не растаяли в рыбе. Теперь в наши овощи добавим половину соли и перца и все тщательно перемешаем. Кстати, сюда можно добавить приправу для рыбы. Но если честно, мне нравится вкус сазана с овощами настолько, что я больше не добавляю ничего. Оставшимися солью и перцем натираем рыбу со всех сторон, внутри и снаружи. Зачастую на целой рыбе делают поперечные надрезы шириной примерно 1,5-2 см. Но, если честно, мне такое не очень нравится. Разрезаются ее косточки, и их потом очень трудно доставать. Поэтому мы будем запекать рыбу целой. И сейчас нам только осталось ее начинить овощами. И чтобы начинка осталась внутри и никуда не выпала, можно рыбку скрепить зубочистками. Выкладываем нашего сазана в противень, и на этом его можно было бы уже выпекать, но для более золотистой и красивой корочки я его смажу сметаной. Если рыбу сметаной не смазывать, то противень обязательно нужно смазать растительным маслом. Для овощей, которые у нас остались, смажем форму растительным маслом и выложим рядом с рыбой. А чтобы рыба не подрумянилась раньше времени, накроем ее фольгой. И в таком виде сазана мы будем запекать примерно час на температуре 180 градусов. Прошел час, и теперь с рыбы можно снять фольгу и запечь ее до румяного золотистого цвета еще в течение 20-30 минут. Без фольги сазан запекался еще 40 минут и приобрел очень красивую золотистую румяную корочку. Теперь можно убрать зубочистки и украсить рыбу по своему желанию. Например, оставшийся лимон нарезать тонкими дольками, а также использовать зелень или свежие овощи.
Сазан по этому рецепту получается невероятно нежным, просто тающим во рту. И овощи, печеные вместе с ним, придают настоящую изюминку этому блюду. Поэтому ставьте лайки, если вам понравился этот рецепт. И подписывайтесь на мой канал, а также я жду от вас комментариев, как вам такая рыбка. Заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм, все ссылочки в описании под этим видео. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Ну у меня на этом все. Приятного вам аппетита. Пока!